Сибвет на Life Journals. Буддийские мудры в христианстве. Многие, кто сталкивался и интересовался историей религий глубже, чем традиционный уровень, знают, что некоторые обряды, традиции, символика и праздники в религиях пересекаются и зачастую похожи. Есть даже радикальные мнения, что, например, христианство и ислам вышли или были созданы из более древнего иудаизма или даже египетских культов. Попался интересный материал на эту тему – изображение буддийских мудр у святых на православных иконах. Мудра – санскрит, печать-знак, в индуизме и буддизме, символическое и ритуальное расположение кистей рук, ритуальный язык жестов. Йога-мудры обычно рассматриваются как компонент хатха-йоги. Они состоят из набора жестов рук, выполняемых во время медитации. То есть это некие символы. При определенном расположении пальцев, кистей и рук получается некий тайный смысл, который доносит изображенный монах, а в нашем случае христианский святой. Изображения христианских святых взяты из византийских росписей, икон и дошедших до нас изображений. Не буду расписывать весь тонкоматериальный смысл мудр, какие чакры они активируют, куда и как идут энергии, праны и так далее. Пусть это останется предметом изучения для тех, кто практикует подобное. К этому можно относиться по-разному, не будем отвергать, просто опустим. Притхви мудра выполняется путем касания кончика безымянного пальца кончиком большого пальца. Эта мудра эффективна для укрепления и заживления тела, способствует ощущению стабильности и уверенности в себе. Прана-мудра. Прана-мудра называется мудрой жизни. В йогической практике она может исцелить более сотни различных заболеваний и состояний здоровья, способствует стабильности, спокойствию и уверенности в себе. Прана – это жизненная энергия. Прана-мудра образована прикосновением кончиков пальца и мизинца кончиком пальца. Апана-мудра и ее вариация Карана-мудра. Апана – нисходящая жизненная энергия. Эта мудра регулирует выделительные системы организма, очищает организм, а также помогает в пищеварении. Вариант Апана-мудра называется Карана-мудра, в котором скользящий палец и средний палец складываются, но их кончики не касаются кончика большого пальца. Иногда большой палец может удерживать средний и безымянный палец. Считается, что Карана-мудра рассеивает негативность и препятствия и отвращает с глаз. Мудра по-прежнему пользуется популярностью у католиков, где ее называют Кораной, фонетически очень похожей на Корану. Корна имеет ту же функцию, что и Карана-мудра. В некоторых СМИ корна иногда интерпретируется как сатанинский символ. Шуни-мудра или Акаша-мудра. Шуни – Сатурн. Мудра порождает осознание нашего внутреннего божественного «я» и способствует жизни в настоящий момент. Он также поощряет сострадание, понимание и терпение по отношению к другим. Дьяхна-мудра. Дьяхна – медитация. Мудра дьяхны выполняется сидя. Эта мудра успокаивает ум и помогает построить однонаправленный фокус, необходимый для медитации. Сурья-мудра. Она же Агни-мудра. Сурья-мудра, Агни-мудра выполняют, складывая безымянный палец и нажимая вторую фалангу с основанием большого пальца. Эта мудра оказывает терапевтическое воздействие на расстройство пищеварения. Анджали-мудра. Анджали-мудра – это жест намасте. Мудра объединяет левое и правое полушарие мозга. Это освобождает стресс и отпускает беспокойство. Абхая-мудра. Абхая-мудра выполняется, поднимая руку ладонью, обращенной наружу. Эта мудра исполняется божествами и духовными мастерами, чтобы развеять страх и обеспечить божественную защиту преданным. Варада-мудра. Варада-мудра выполняется, протягивая руку ладонью, обращенной наружу, пальцами, направленными вниз. Это приносящий благо жест и символизирует акт дарования благословений и милосердия. Подобно мудре Абхая, эта мудра исполняется божествами и духовными учителями, чьи божественные энергии направлены наружу через открытые ладони. Артхапатака мудра. В этой мудре безымянный палец и мизинец сгибаются,
а остальные держатся в вертикальном положении. Считается, что выполнение этой мудры позволяет людям освободиться от неприятностей в их жизни. Большинство византийских православных икон были созданы с VI века нашей эры до падения Константинополя в 1453 году. Поэтому знание этих йога-мудр, возможно, сохранилось в пределах православной церкви до 15 века нашей эры. В настоящее время, однако, большинство историков, похоже, не знают, что эти жесты рук – это йога-мудры, и вместо этого относятся к ним в целом как к признакам благословения. Отдельный вопрос, откуда эти буддийские знания и практики появились в христианстве. Есть мнение, что раньше буддизм был хорошо известен в Европе, в Византии, в Египте. И кое-что религия взяла от восточных практик. Мое мнение, в прошлом были более общие знания, не было выделения духовных практик в отдельные религии. И со временем каждое направление со своими служителями, святыми все больше выделялось и отделялось от первоисточника. Сыграло свою роль разделение на территории, разграничение на страны и империи, и они сохранили уже непонятные для самих религий старые первоосновы. Остановимся на двух мудрах и убедимся, что патриархи, проводя церковные реформы, знали, что они делают. Выполнение этой мудры выравнивает энергетический потенциал всего организма, способствует усилению его жизненных сил, повышает работоспособность, дает бодрость, выносливость, улучшает общее самочувствие. Мудра Кубера. Кубера – санскрит, имеющий уродливое тело. Бог богатства в индуизме. Мудра Кубера помогает вступить в контакт с богом Кубера и получить его благословение на богатство, новые каналы и источники дохода. Крестное знамение, что символизирует сложенные пальцы. Для крестного знамения нужно сложить 3 первых пальца правой руки, большой, указательный и средний, концами вместе, а 2 последних безымянный мизинец прижать к ладони. 3 первых пальца выражают нашу веру в Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, единосущную и нераздельную Троицу. 2 пальца, прижатые к ладони, означают 2 природы Иисуса Христа, божественную и человеческую. Чтобы перекреститься, нужно положить сложенные пальцы на лоб для освящения ума, на живот для освящения внутренних чувств, на правое и левое плечо для освящения телесных сил. Сложение пальцев при крестном знамении в православии. Существует янтра или графическая схема мира Куберы, очень мощное священное геометрическое изображение на медной пластине. Она служит для того, чтобы призвать Господа Куберу. Она благословляет человека внезапной удачей, богатством и процветанием. Эта янтра используется как инструмент для привлечения космической энергии, богатства, накопления, потока наличности, увеличения жилища и так далее. Янтра открывает каналы новых источников дохода. Янтра помогает успеху в бизнесе, карьере и профессии, так же как в увеличении личного дохода и изобилия. Вот тена, оказывается, откуда иудеи заимствовали и присвоили этот символ. Реформы 17 века Никона в христианской Руси изменили обряды, а в частности перстосложение при крестном знамени, получившее одной из причин раскола в церкви. То есть мудру жизни заменили на мудру Кубера. Для чего это было сделано? Можно, конечно, как наши историки, все объяснить меркантильными хотелками реформатора, однако ничего в мире просто так не происходит, во всем есть и более глубокий смысл, и хозяин всех изменений. Оказывается, что перстосложения на христианских иконах точно совпадают с так называемыми мудрами индусов, не потому ли старцев называли мудрецами? Возможно, прослеживается и связь с санскритом. Что же получается? А то, что при Никоне поменяли перстосложение, мудру жизни заменили на троеперстие, которое совпадает с мудрой Кубера, и всех христиан Руси энергетически привязали не к духовности, а к материальному эгрегору денег, к жидовству. И если мы расшифруем слово «жид» по буквице, то это жизнь и во множестве «д» добром определяемое. И вот на протяжении почти 360 лет миллионы христиан, стоя в церквях, совершают крестное знамение мудрой Куберы, тем самым ежедневно подпитывают эгрегор христианской церкви в ее стремлении к богатству. И опять ни в коем случае не хочу обидеть чувства верующих христиан, это лишь наблюдение, причем не я это первый заметил. Вот ответ священника на вопрос, почему на христианских иконах святые показывают мудрые. Почему на иконах
рисуют мудры, различные сложения пальцев. Каково их значение? В Индии этот язык жестов очень хорошо разработан, и там действительно огромное количество различных комбинаций сложения пальцев и положения руки означает нечто в взаимоотношениях между людьми и духовным миром. При таком широком спектре жестов рано или поздно какое-то из сложений пальцев, при необходимости большого количества изложений знаков, оно может быть похоже на те сложения, которые совершают православные христиане для того, чтобы осенить себя крестным знаменем. И поэтому здесь вопрос восприятия. Будем помнить самое главное, что мячик и апельсин похожи друг на друга, но один от другого не происходит. Также и сложение пальцев. Рано или поздно при жестикуляции может быть нечто похожим. Мы не складываем пальцы для того, чтобы энергия бегала по нашему телу так или иначе, или еще какая-нибудь глупость. Меня ответ церковнослужителя не устраивает, так как он ссылается на простое совпадение. А вот это объяснение мне кажется более правдоподобным. Ведь наши предки крестились мудрой. Причем мизинец вертикально, а эти пальцы вот выглядят вот так. Ну, это все знают прекрасно, что этот палец имеет отношение к мозгу, указательные – это легкие, это кишечник, это кровь и это сердце. И вот когда наши предки принимали информацию от Бога сердцем, а мы любим сердцем, ненавидим сердцем, страдаем сердцем, затем от сердца кровь, вот она, кровь, идет к мозгу, несет информацию, а затем уже отдает ее остальному телу, идет система, прежде всего, мышления и восприятия, и только потом жизнеобеспечения. Теперь что делает царь Алексей Михайлович, когда проводит церковную реформу? Он убирает сердце и убирает кровь. И мозг подсовывает, простите, под жизнеобеспечение, под кишечник. Когда перешли к троеперстию. Под ливер, да, если угодно. А что делают католики? А они вообще и мозг вообще убирают, они оставляют только кишки и легкие. Наша задача, я так вот как себе ее представляю, это вернуть даже понимание этой системы, чтобы люди вернулись к тому, что принимать знания и добро, и отдавать добро надо сердцем, но с разумом, не без мозгов. А это вторично, и даже не вторично, даже еще дальше. А теперь перейдем к использованию этих мудр на практике. Заниматься выполнением мудр лучше всего сидя. Чтобы добиться скорее результата, выполняйте конкретную мудру дважды в день, не менее 3 минут, а затем постепенно увеличивайте продолжительность занятия до 11 минут. Большинство мудр дают немедленный эффект. Прилив сил, ясность ума, умиротворенность, радость. Выполняя мудро, сосредоточьтесь на дыхании. Делайте медленный вдох и выдох через нос, расслабьтесь. Войдите в состояние медитации. Инструкция, как точно складывать пальцы, содержится в тексте. Ссылка на публикацию под видео. Мудра раковина. Шангха. Атрибут бога Шивы. Имя Нага-змея, живущего в подземном царстве. Показания. Все заболевания горла, гортани, охриплость голоса. При выполнении этой мудры усиливается голос, поэтому особенно рекомендуем певцам, артистам, учителям, ораторам. Мудра коровы. В Индии корова считается священным животным. Показания. Ревматические боли, радикулитные боли, заболевания суставов. Мудра знания. Эта мудра одна из наиболее важных. Снимает эмоциональное напряжение, тревогу, беспокойство, меланхолию, печаль, тоску и депрессию. Улучшает мышление, активизирует память, концентрирует потенциальные возможности. Показания: бессонница или чрезмерная сонливость, высокое кровяное давление. Эта мудра возрождает нас заново. Многие мыслители, философы, ученые пользовались и пользуются этой мудрой. Мудра неба. Небо связано с высшими силами, с верхней частью человека, головой.
Показания для лиц, страдающих заболеваниями ушей, снижением слуха. Длительное занятие приводит почти к полному излечению очень многих заболеваний уха. Мудра ветра. В китайской медицине под ветром понимают одну из 5 стихий. Ее нарушение вызывает болезни ветра. Показания: ревматизм, радикулит, дрожание рук, шеи, головы. При выполнении данной мудры уже через несколько часов можно заметить значительное улучшение состояния. При хронических заболеваниях мудра должна проводиться попеременно с мудрой жизни. Упражнения можно прекратить после улучшения и начала исчезновения признаков заболевания. Улучшение объективных показателей. Мудра поднимающая. Показания: при простудных заболеваниях, воспалении горла, воспалении легких, кашле, насморке, гайморите. Выполнение этой мудры мобилизует защитные силы организма, повышает иммунитет и способствует быстрому выздоровлению. Одновременно с выполнением этой мудры нужно соблюдать следующую диету. В течение дня выпивать не менее 8 стаканов кипяченой воды. Дневной рацион питания должен состоять из фруктов, риса, простокваши. Слишком долгое и частое использование этой мудры может вызывать апатию или даже летаргию. Не переусердствуйте. Мудра, спасающая жизнь. Первая помощь при сердечном приступе. Выполнению этой мудры должны научиться все, так как своевременное ее применение может спасти вам самим жизнь, а также жизнь ваших близких, родных и друзей. Показания: боли в сердце, сердечные приступы, учащенное сердцебиение, дискомфорт в области сердца, инфаркт миокарда. При перечисленных состояниях необходимо немедленно приступить к выполнению этой мудры обеими руками одновременно. Облегчение наступает незамедлительно, действие аналогично употреблению нитроглицерина. Мудра жизни. Выполнение этой мудры выравнивает энергетический потенциал всего организма, способствует усилению его жизненных сил, повышает работоспособность, дает бодрое настроение, выносливость, улучшает общее самочувствие. Показания: состояние быстрой утомляемости, бессилие, нарушение зрения, то есть улучшает остроту зрения, лечение болезни глаз. Выполняется обеими руками одновременно. Мудра Земли. Согласно китайской натурофилософии, Земля – один из первоэлементов, из которых строится наше тело, одна из стихий, определяющая тип личности и склонность к определенным заболеваниям. Показания: ухудшение психофизического состояния организма, состояние психической слабости, стресса. Выполнение этой мудры улучшает объективную оценку собственной личности, доверие к себе, а также осуществляет защиту от негативных внешних энергетических воздействий. Выполняется мудра обеими руками. Мудра воды. В индийской мифологии бога воды называют Варуна, мудра воды. Вода – одна из 5 первоэлементов, образующих наше тело и планету. В общем понимании вода – это основа жизни, без которой немыслимо все живое на планете. Показания: при избытке влажности в организме, воды или слизи в легких, желудке, повышение производства слизи при воспалении. Излишнее накопление слизи в организме может, согласно восточным концепциям, вызвать энергетическую блокаду всего организма. Выполнение этой мудры рекомендуется также при заболевании печени, коликах, вздутии живота. Мудра энергии. Древние индусы называли поток энергии праной, китайцы – ци, японцы – ки. Сконцентрированная и направленная энергия способна совершать как чудеса созидания и исцеления, так и разрушения. Показания: для обеспечения противоболевого эффекта, а также выведения из организма различных ядов и шлаков, которые отравляют наш организм. Эта мудра лечит заболевания мочеполовой системы и позвоночника, ведет к очищению организма. Мудра окно мудрости. Эта мудра открывает жизненно важные для жизни центры, способствующие развитию мышления, активизирующие умственную деятельность. Показания: нарушение мозгового кровообращения, склероз сосудов головного мозга. Мудра храм дракона. В восточной мифологии дракон – это образ, который соединяет 5 стихий – землю, огонь, металл, дерево, воду. Он символизирует силу, гибкость, мощь, долголетие, мудрость. Храм – собирательный образ мысли, силы ума, святости и дисциплины.
Соединяя все это в единое целое, мы создаем единство мысли, ума, природы и космоса. Показания. Аритмическая болезнь сердца, дискомфорт в области сердца, аритмия способствует покою и концентрации энергии мыслей. Мудра черепаха. Замыкая все пальцы, мы перекрываем основы всех рунических меридианов. Образуя замкнутый круг, мы таким образом предотвращаем утечку энергии. Купол черепахи образует энергетический сгусток, который утилизируется организмом для его нужд. Показания. Астенизация, переутомление, нарушение функций сердечно-сосудистой системы. Мудра зуб дракона. В восточных мифах зуб дракона символизирует силу и мощь. Показания. При спутанном сознании, нарушении координации движений, при стрессах и эмоциональной неустойчивости. Мудра чаша Чандмана. 9 драгоценностей. Символизирует духовное богатство жизни. Из 9 драгоценностей состоит тело и ум и сознание человека, а также окружающий мир. Способствует пищеварению, устраняет застойные явления в организме. Мудра шапка Шакьямуни. Чаще всего он изображен сидящим на алмазном троне и достигшим высшего просветления. Показания. Депрессия, сосудистая патология головного мозга. Мудра голова дракона. В Тибете голова ассоциируется со знаком дракона, верхним светом. Верхний свет отождествляет основу духовности. Показания. Заболевания легких, верхних дыхательных путей и носоглотки. Используйте мудру голова дракона как для профилактики простудных заболеваний, так и в случае болезни. Обучите выполнению этой мудры своих детей. Мудра морской гребешок. Это мудра – символ жизни, богатства. Гребешок – это мощь, сила, насыщение энергии. Все вместе обозначает богатство, силу, полноту, восприятие, ощущение энергии. Показания. Выполнение этой мудры рекомендуется людям, страдающим отсутствием аппетита, худым, больным, с нарушением пищеварительных функций всасывания. Регулярное выполнение этой мудры повысит аппетит и будет способствовать нормализации пищеварения и улучшению внешнего вида. Мудра стрела Ваджра. Ваджра – громовая стрела, оружие Индры. Мистически это особая сила, способствующая освобождению, молния – символ мира и могущества духа. Стрела Ваджра – это концентрированная энергия в виде грозового разряда сгустка энергии. Показания. Мудра весьма эффективна для лиц, страдающих сердечно-сосудистой патологией, гипертонией, недостаточностью кровообращения и кровоснабжения. Выполнение этой мудры концентрирует целительную энергию каналов и направляет ее мысленно для нормализации сосудистых нарушений. Мудра щит Шамбалы. Мудра невидимости и неузнаваемости для чужеродных энергий. Шамбала олицетворяет долголетие, доброту, вечность и достижение высокой духовности. Щит – защита жизни, здоровья, достатка, благоденствия. Показания. Мудра щит Шамбалы охраняет вас от негативных воздействий чужой энергии. Мудра парящий лотос. Лотос – символ духа. Цветок лотоса служит троном богов. Он символизирует причастность к Будде и божественное происхождение. Жизненный принцип воплощает чистоту, мудрость, плодородие. Показания при заболевании женской половой сферы, воспалительных процессах, а также при заболеваниях полых органов – матка, желудок, кишечник, желчный пузырь. Мудра флейта Майтрея должна возвещать наступление всего светлого, благочестивого, духовного. Показания болезни ветра, заболевания дыхательных путей, легких, состояние тоски и печали. Выполняйте эту мудру рано утром при всех заболеваниях легких и острых респираторных заболеваниях, а также при состояниях грусти, тоски и печали. Далее вы можете самостоятельно ознакомиться с мудрами общего назначения для поддержания здоровья, для укрепления здоровья, для лечения неврастении, для лечения хронического энтерита, для лечения трахеита, для снижения давления и лечения брадикардии.